Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание гороскопу на следующую неделю, друзья, с 30 мая по 5 июня. Обязательно прослушайте общие рекомендации на эту неделю, а также прослушайте внимательно гороскоп для каждого знака зодиака. Каждый для себя найдет для себя очень важные советы, подсказки и рекомендации. Итак, друзья, на следующей неделе с 30 мая по 5 июня все знаки зодиака будут придерживаться своего определенного плана. Вот это правильно и делать, потому что он будет вас вести по правильному пути. Мы будем дергаться также уверенно и достигать при этом намеченных целей как на работе, так и в личной жизни. И, друзья, в понедельник нас всех встретит первое новолуние после коридора затмений. И нас она ожидает 30 мая в 14 часов 30 минут по московскому времени в знаке зодиака Близнецы. Обращаем внимание, у нас Близнецы относятся к стихии воздуха. Поэтому в первой половине дня все-таки желательно подвести итоги предыдущего месяца, закончить вяло текущие дела и постараться открыть свое сердце новой жизни. Обращаем внимание, что управителем новолуния в Близнецах является у нас с вами Меркурий. И это все продлится до 4 июня. Кстати, планета находится в ретроградном движении в Тельце. Но гармоничный аспект Меркурий-Плутон будут способствовать конструктивным преобразованиям, трансформациям негатива в позитив. Обращаем ваше внимание, что это новолуние для многих знаков зодиака откроет возможности для глубоких обновлений в результате взаимообмена ментальными, интеллектуальными и информационными составляющими нашей жизни. Также обращаем внимание, что в ближайший лунный месяц, это с 30 мая по 28 июня, будут выражены огненные энергии, которые дружат со стихией воздуха. То есть для нас всех это период активных контактов и перемен. Поэтому не упустите благоприятные возможности именно этого периода. Начинайте новые проекты, проявляйте инициативу, завязывайте знакомства, которые в самом ближайшем будущем принесут вам прибыль. Также обращаем внимание, что происходит активизация новых идей, будут предоставляться необходимые условия для повышения уровня профессионализма, но обращаем внимание, это будет все происходить именно через новые знания. Новолуние 30 мая будет обладать достаточно сильной динамикой, будет присуща энергия и сила. Люди, благодаря этому новолунию, которое нас всех ожидает уже в понедельник, 30 мая, будут становиться намного подвижнее, будут стремиться к новым знаниям и расширению мировоззрения, что в результате даст прогресс в разных жизненных сферах. Активная энергия огня и воздуха будут способствовать творческим настроениям, наполнят нас энтузиазмом. Но также есть люди, которые, к сожалению, на данном этапе жизни застряли в низких вибрациях. И их действия и мысли будут разрушительны. Также обращаем ваше внимание, что многим из нас нужно быть очень внимательным к окружающим людям, потому что волки в овечьей шкуре будут встречаться довольно много в ближайший месяц. Также обращаем, что энергия этого новолуния 30 мая будет настолько велика, что она может послужить причиной и многих событий в жизни тех, кто стремится к познанию истины. Также обращаем ваше внимание, что если вы планируете на долгий период времени какие-то свои проекты, идеи, то продуктивный период начнется у многих именно с 4 июня и продлится уже до новолуния в Раке 29 июня. Постарайтесь в этот период решить все вопросы, задачи, которые были связаны с учебой, с образованием, с логистикой, с организацией информационных потоков и так далее. И обращаем ваше внимание, что энергия знака зодиака Близнецы, она сама по себе усиливает и развивает мыслительные процессы.
Кстати, Меркурий войдет в этот знак аж 14 июня, что еще больше активизирует потенциал новолуния в Близнецах 30 мая. Это, друзья, такая вот общая рекомендация на эту неделю. То есть, как вы понедельник начнете, так у вас все и пройдет. Далее, друзья, мы уделим каждому знаку зодиака особое внимание, чтобы вы понимали, на какие моменты вам стоит обратить внимание, чтобы действительно эта неделя, друзья, именно с 30 мая по 5 июня прошла успешно и благополучно. Итак, давайте начнем со знака зодиака Овен. Уважаемые овны, понедельник день тяжелый, но это не для вас, потому что этот понедельник для вас будет достаточно спокойным. Тем самым вы даете себе возможность собраться с силами. И уже со вторника вас уже будет не остановить. Обращаем внимание, что к концу недели одиноким овнам судьба подарит даже встречу с человеком. И вполне возможно, что именно с этим человеком вы сможете связать себя узами брака. А вообще, уважаемые овны, эта неделя обещает для вас очень быть плодотворной. Все ваши усилия, приложенные в прошлом, принесут свои долгожданные результаты на этой неделе. Все те качества, которыми вы обладаете, это профессионализм, это абсолютная уверенность в себе, это объективная оценка своих возможностей. Все это поможет вам добиться уважения и на работе, и в кругу деловых партнеров. Также стоит отметить, что у овнов наступает период исполнения желаний. Поэтому доставайте свои списки, что вы там надумали, пожелали, и, как говорится, готовьте ставить галочки, что у вас исполнится на этой неделе. Далее, друзья, у нас с вами Телец, уважаемые тельцы. Вы должны понять, что знание законов и умение вести переговоры — это вот те качества, которые вам пригодятся на этой неделе. Главное, уважаемые тельцы, оставайтесь на позитиве и помните, что ваше главное преимущество на этой неделе – это умение логически мыслить. Вы всегда это умели делать, но на этой неделе для вас будет очень это важно. Кроме того, уважаемые тельцы, у кого были трудности с бизнесом, наступает период, когда можно дать бизнесу второй шанс. На этой неделе есть реальная возможность у многих тельцов будут продвинуться по карьерной лестнице. Уважаемые тельцы, мало обращайте внимание на атмосферу вокруг вас. Вам пора навести комфорт. И, кстати, уважаемые тельцы, перестаньте пренебрегать своими истинными желаниями. Не откладывайте положительные перемены. Лучшего времени у вас просто не будет. К концу недели обратите внимание на ваше душевное состояние. Прийти в равновесие поможет, к примеру, выезд на природу. Что же касательно отношений, уважаемые тельцы, то взгляните на них под новым углом. Тем более, что это советует вам сделать Венера, планета вашего знака зодиака. Далее, близнецы. Уважаемые наши близнецы, в начале недели вам повезет в личных отношениях. Но это произойдет лишь в том случае, если вы решитесь на радикальные перемены. Будьте готовы даже к такому исходу, как разрыв отношений. Поэтому, если вы чувствуете, что это нужно сделать, наберитесь смелости и терпения. Но разногласия и конфликты могут возникнуть и на работе на этой неделе. Ваша нетерпимость к чужим оплошностям может привести даже к тому, что кто-то из коллег решит выразить свое недовольство начальству. В погоне за достижением цели будьте осторожны, тактичны и деликатны, чтобы недовольство завистников не помешало вам. Также очень будет удачный период, чтобы решить давно назревший вопрос, например, тот же жилищный. Выходные смело можете посвятить шопингу и покупкам, потому что вещи, которые вы решите приобрести в конце этой недели, уважаемые близнецы, вам прослужат достаточно долго. Рак. Уважаемые наши раги, понедельник порадует вас успехами на работе, а вот вторник может быть напряженным, и круговорот определенных событий затянет вас на этой неделе. Это могут быть как положительные, так и отрицательные события. Влияние на мировоззрение раков женщин может оказать близкий друг. Это все может вылиться в новый этап развития вашей жизни. В этот период мужчинам нужно быть все-таки немножечко решительнее.
Добивайтесь своих целей, не обращайте внимания ни на что. И вообще неделя в целом благоприятна и для мужчин, и для женщин. Дорогие раки, в отношениях эта неделя для вас будет благоприятная, чтобы начать жить вместе, обсуждая будущее ваших отношений, но не для всех. Некоторым парам все еще углубление в отношения несет отдаленную и все-таки неясную перспективу. Представители этого знака зодиака могут сказать, что в любви вы повеселились от души. Далее лев. Уважаемые львы, для вас начало этой недели будет плодотворное в поле работы и налаживание новых деловых связей. Важные решения, уважаемые львы, принимаете в первой половине недели, но не стоит оставлять их на конец недели. И вообще у вас сейчас такое время, чтобы подумать о своем будущем и выстроить планы на ближайший год. Сориентируйтесь с вектором движения в плане саморазвития и двигайтесь по этому пути. Также львов ожидает хороший в плане финансов период, но может возникнуть необходимость в контактах с юридическим учреждением по личным, общественным или имущественным вопросам. Эта неделя заставит вас потерять на какое-то время душевный покой своими мелкими, негативно окрашенными моментами. К концу недели к этому знаку зодиака вновь вернутся удача и хорошее настроение. Дева, уважаемая наша Дева, на этой неделе смело можете заняться своим имиджем или, как вариант, начать ремонт, решив заменить, например, старый интерьер на новый, но только не в самом начале недели. Обращаем ваше внимание. Также на вас очень сильно повлияет это новолуние и повлияет достаточно интересным образом. Вы волей-неволей окажетесь в весьма запутанной ситуации, разобраться в которой сможете, к сожалению, не сразу. Поэтому, уважаемые девы, будьте бдительны. Многие из вас уже созрели для создания собственного дела. Поэтому рассмотрите предложенные идеи или те, что у вас давно в голове. Также обращаем внимание, что сейчас хороший период для этого, но только не конец недели. Он не очень подходящий для решения важных вопросов. Если вы одиноки, не исключено и начало нового романа. И будет это настоящая любовь, а не просто страстный порыв. Потому что многие из вас уже действительно готовы к созданию семьи. Тем более, что сейчас хороший период для создания собственной семьи и обустраивания гнездышка. Далее весы, уважаемые наши весы, эта неделя как следует проверит вас на прочность. Первое, это может ухудшиться ваше самочувствие, поэтому примите все меры, чтобы не заболеть. Например, нужно правильно, возможно, вам питаться и обязательно отдыхать. А второе, уважаемые весы, это будьте готовы морально к проблемам, которые могут на вас свалиться совершенно неожиданно. И обязательно воздержитесь от вмешательства в чужие дела. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Поэтому, уважаемые весы, не падайте духом, это всего лишь одна неделя. Не идите на поводу своего желания дать непрошенный совет. Это все может сыграть с вами злую шутку. Ваши рекомендации станут причиной ссор, и в итоге вы можете лишиться близких друзей. В конце недели не тратьте свое время на покупки, они могут оказаться просто нерациональными, а вещи долго не прослужат. Потратьте это лучшее время на отдых с друзьями. А в воскресенье есть вероятность помириться с приятелем. Или, как вариант, займитесь накопившимися домашними делами. Скорпион, уважаемые скорпионы, вы всегда неотразимы, а это новолуние усилит это качество. И, увы, получите огромное количество комплиментов. И, конечно же, начало недели обещает успех и внимание у противоположного пола, а кто-то даже получит ответную взаимность от своего объекта симпатии. Середина недели, уважаемые скорпионы, вернет вас на землю.
полную рутинной работы и обыденности. Неделя обещает быть насыщенной на перемены, и они повлекут за собой новые этапы в жизни. Изменится не только ваше окружение, но и изменитесь сами вы. Станете более серьезными, ответственными и внимательно начнете относиться к себе. Также вы сможете научитесь ценить свой труд. Это очень важно. И большая просьба, уважаемые скорпионы, перестаньте жить прошлым. Переключите внимание только на настоящее. Выходные проведите лучше в уединении. Вам стоит переосмыслить свою жизнь и восстановить душевное состояние. Стрелец. Уважаемые стрельцы, на этой неделе, в самом начале недели вас ждут сплетни и слухи. И именно из-за них начало недели станет для вас непростым, особенно те, кто семейные. Правда, конечно, все восторжествует, но, как говорится, осадок неприятный от сплетен и слухов все же останется. Поэтому не планируйте на понедельник ничего важного. Лучше перенесите на вторник. А вот уже к середине недели наступает идеальное время для налаживания отношений с близкими людьми. А стрельцам, которые только ищут свою половинку, еще и повезет. Они встретят очень подходящего человека для построения отношений. В профессиональной сфере у вас может быть повышение, а вот в бизнесе, если вы занимаетесь бизнесом, то новые контракты. Выходные могут сложиться как хорошо, так и не очень. Суббота порадует хорошим общением, а в воскресенье ожидайте конфликты в семье. Козерог. Уважаемые наши козероги, вам сейчас лучше заняться творческими приятными делами. Большинство событий этой недели будут касаться исключительно личной жизни, но будьте готовы как к успехам, так и не очень благоприятным событиям. В начале недели у вас есть шанс проявить все свои способности. Это и есть ваш шанс изменить жизнь к лучшему. Приложите некие усилия. Также не теряйте бдительности. Сейчас ваши завистники постараются вам насолить. Это может проявиться как давление со стороны начальства или коллег. Но очень важно, уважаемые козероги, не падать духом, потому что правда и сила все-таки на вашей стороне. Тем более, что во второй половине недели вам выпадет шанс поставить всех обидчиков на место. Выходные вам лучше провести на природе и за городом. Далее водолеи. Уважаемые водолеи, ваше хроническое пренебрежение интересами других может принести проблемы на этой неделе, особенно в ее начале. Поэтому обязательно поработайте над своей самоуверенностью и постарайтесь сделать ее более экологичной для себя и окружающих. Много перспектив ожидается для вас в этот отрезок времени. Причем столько, что водолеям придется выбирать, за что взяться в первую очередь. Обязательно воспользуйтесь этим, не сидите сложа руки. Значительно расширится круг друзей ближе к середине недели. Этому поспособствует большое количество новых знакомств. Водолеи будут радоваться успехам своего партнера, но не исключено, что за этим может скрываться чувство собственной неудовлетворенности. Возможно, из-за того, что, на ваш взгляд, тот вклад, который вы внесли в достижение близкого человека, не был оценен по достоинству. Но, уважаемые водолеи, не стоит копить в себе эти мысли и чувства. Проговорите их с партнером, ведь вполне возможно, что он просто на радостях забыл вас поблагодарить. Так вы сможете наладить свое эмоциональное состояние, а в выходные обязательно посвятите самоанализу. Рыбы, уважаемые наши рыбы, ваши незаурядные организаторские способности вы сможете проявить на этой неделе во всей своей красе. И получится отлично распорядиться как временем, так и вверенными вам ресурсами. Как следствие, даже самые непростые вопросы будут решены, а вы окажетесь на хорошем счету у начальства или деловых партнеров. Вы также сможете получить новые возможности в карьере, в бизнесе. А вот к тем рыбам, кто собирается сменить работу, подвернутся весьма достойные вакансии. И стабильность будет на вашей стороне. Многие люди этого знака зодиака смогут приобрести вещи, о которых они давно мечтали.
Также займитесь проработкой идей собственного бизнеса. Делать это все-таки лучше ближе к выходным. А вот в воскресенье следите за тем, кто кому обещает и что кому говорит. Велика вероятность раздать пустые обещания и тем самым заработать нелестную репутацию. Друзья, вот такой у нас с вами гороскоп с 30 мая по 5 июня для каждого знака зодиака. Друзья, мы надеемся, что наши рекомендации, наши советы вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Также, друзья, обязательно сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, там больше интересной, важной и нужной для вас информации. Всех вам благ. Услышимся, друзья, уже с вами в следующем видео.